привет, это Диана, и добро пожаловать на мой канал. Таиланд — одно из самых популярных направлений для отдыха и переезда сюда, например, для зимовки. Но что же скрывается за этим теплым морем, ярким солнцем и сочными фруктами? В данном видео я попытаюсь рассказать все минусы жизни здесь. Пометка. Мнение автора субъективно и несет лишь информативный характер. И первый минус, как ни странно, климат. Здесь есть в целом два выраженных сезона: сухой, когда не прольет ни капельки, стоит жара и духота, и влажный, или сезон дождей, когда каждый день идет ливень. Негативы добавляет повышенная влажность, также то, что у тебя за окном видна только одна картинка постоянно каждый день. Это, конечно, быстро надоедает. Следующий минус — это визовый вопрос. Остаться здесь надолго не получится. Можно забыть, в принципе, о получении ВНЖ здесь или паспорта. Также могу отметить, что, в принципе, здесь есть некоторое количество визового пакета, да, виз, которые можно получить здесь, но условия для этого совершенно дурацкие. И даже если вы все-таки стали счастливым обладателем какой-либо визы, на этом ваше мучение не закончится. Лично у меня студенческая виза, она делается сроком на 1 год, но ее нужно продлевать каждые 3 месяца. И это не все. При продлении, возможно, вам поставят штамп не на 3 месяца, а на 15 дней. И следующие 75 вы должны снова поехать в тьму таракани в иммиграционный офис и заново продлить ее на оставшиеся дни. Не могу не сказать про правила дорожного движения здесь. Большинство тайцев нарушают правила дорожного движения умышленно либо неосознанно. В целом, я бы сказала, что все эти правила и, в принципе, полицейские на дорогах нужны только для того, чтобы ловить русских без шлемов, либо с русским водительским удостоверением. К слову, которое они приняли, но полицейские все равно оштрафуют вас. Далее это дорогое жилье и продукты. Я не понимаю, откуда вылазят эти люди, которые говорят, что в Таиланде все дешево, здесь можно питаться на 3 рубля в месяц и все такое. Это совершенно не так. Аренда квартиры с таким же метражом, как в России, будет стоить либо столько же в лучшем случае, а также может намного дороже. Продукты абсолютно все стоят дороже. Кстати, если вам интересно сравнение цен продукты в России и здесь, дайте мне знать. Отсюда же вытекает следующий минус. Это дорогие продукты, привычные нам, либо же их полное отсутствие. При переезде сюда можете забыть про конфеты, сладости, булочки, про молочные продукты и так далее. Здесь этого просто либо нет, либо это стоит, как крыло самолета. Отдельным пунктом боли выделю чай. Найти качественный чай здесь почти невозможно. И тот ассортимент, который представлен в магазине, это матча 2-3 пачки, Липтон 25 пакетиков за 500 рублей, Дилмах примерно столько же, может чуть выше. И все. Мы заказывали листовой чай в интернете, но нам часто приходило просто какое-то адское пойло листовое, и это, в общем, кот в мешке. Когда попадется что-то стоящее, то мы просто выкупаем все эти ящики с чаем. Дорогое электричество. Если вы готовите постоянно дома, если вы работаете дома, то будьте готовы, что в конце месяца вам придет счет с кругленькой суммой за электричество в нем. По этой же причине тайцы почти никогда не готовят дома, они едят где-то за пределами. И кухни в целом в Таиланде делаются микроскопически. Далее это неожиданный минус. Нет валюты какой-либо, есть только баты, национальная валюта. То есть снять например, долларового счета или с долларовой карты доллары вы не можете, вы снимете баты. Да, это так. Чтобы обойти это, есть только 2 способа. Первый — это транзитная зона, она одна на всю страну, она находится в Бангкоке, в аэропорту. Там можно сделать то, что вы хотите.
либо обменные пункты. Но, опять же, учитывая, что конвертация будет через бат. Нет страны в Xbox. Этот пункт здесь просто для того, чтобы вы подумали, что я здесь бешусь жиру. Минус насекомые и живность. Я думаю, что муравьи живут в каждом доме, но помимо них можно встретить ящериц, варанов, тараканов. И в ночное время это одолевающие комары, которые, к слову, могут принести какую-либо болезнь, например, лихорадку Денге. Следующий минус – это отсутствие городской среды. Речь идет об отсутствии парков, площадок для спорта и игр, да, просто площадей для досуга, элементарно тротуаров и, черт возьми, общественного транспорта. Все мероприятия, например, проходят вблизи или внутри торговых центров. Детскую площадку я видела всего один раз, и она находится у нас в жилом комплексе. Это самый главный расстраивающий минус. Неразвитые цифровые сервисы. Как вы поняли, здесь все делается через звонок, если вам нужна какая-то информация, если вам нужно что-то поменять, купить, все делается через звонок. Но также есть некоторые сервисы, но они сделаны настолько по-дурацки и совершенно не клиентоориентированно, что я бы предложила просто почистую зачистить и сделать новую. И самый основной минус — это еда. Уточнение No Spicy здесь уже почти не работает, так как вкусы специфичные, и вот это уточнение для тебя это не остро, для него это не остро, а для кого-то это просто будешь дышать еще огнем весь день оставшийся. Никого не хочу обидеть, но запах стритфуда чаще всего просто отвратный. Он напоминает смесь носков сантехника, приправленный гноем, перцем, подсоком из мусорного бака. А еще очень редко встретишь что-то помимо риса или лапши на гарнир. Как видите, бесячих минусов в стране хватает. И теперь с помощью последних видео, надеюсь, я вспомню ставить подсказки, у вас появится некое представление о стране, пусть оно и субъективное, но в целом даст вам какую-то информацию. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, чтобы поддержать это видео. И до встречи!